Всем доброго утра. У нас в данный момент 5 утра. Как раз заканчиваю дела в 5 утра и ложусь спать. Хотя у меня еще есть в планах кое-что провести, но посмотрим, насколько у меня сил хватит. Дорогие друзья, у каждого из вас были моменты в жизни, когда вас ни за что обидели, ни за что принизили, пользуясь ситуацией или пользуясь тем, что в данный момент жизни у вас нет выхода, принизил вас руководящий человек, да, начальник. Либо человек, которому вы помогли, дали в долг, например, спокойно вас послал и сказал: ну и докажи, что я тебе что-то должен. И даже не подумал отдать. А может, вы за кого-то взяли долг или кредит, и этот кто-то решил, что не обязан выплачивать. Ситуация бывает разная. Иногда кто-то считает, что он хозяин жизни в данный момент, все у него прекрасно, хорошо, у него связи, друзья, и ничего-то ты ему не сделаешь или ей. И ранят душу просто, буквально, извиняюсь, срут в душу, считая, что да и что ты сделаешь со мной. Суд тебе не поможет, милиция в том числе. А бывают такие твари, например, убьют собаку, кошку специально, знаете. Вот показывали как-то, когда муж с женой повесили хаски, бедные животные. Тихая собака, и вот эти ублюдки вешали эту собаку, снимали на видео. А потом суд посчитал, что собака угрожала их жизни, они вынуждены были защищаться. Между тем, когда они подозвали эту собаку, она доверчиво подошла и, значит, спокойно ждала, пока ее придушат. Она же не понимала, что с ней делают. Есть такие мрази на этой земле, такие мрази, которым хочется выпустить кишки просто. Но ты понимаешь, что за это ты сядешь, и, естественно, не хочется из-за них тратить свою жизнь и отдавать 10-15 лет зонам, понимаете? Потому что судья тебя сажает за убийство человека, хотя это был не человек, а мразь. Ну, так уж получается. То есть, чтобы не пойти на такие преступления, для того, чтобы наказать наглых, конченых существ, я вам подарю ритуал. Но при условии, что вы правы в этой ситуации на все 100%. Вот 100% вашей вины нету. Потому что если вы хоть капля виноваты в этом, то это обернется против вас. Если вы оскорбляли человека, если вы делали зло, а он вам сделал, вы не имеете права ему мстить, потому что он вам ответил за ваше злодеяние. Но если вы ничего не делали, и он, например, каждое утро льет помои под ваши ворота, специально, чтобы вас вывести, имеете полное право совершить этот ритуал. Только есть одно условие. Нужна его фотография. Обязательно. Найдите, где хотите. В соцсетях. Где угодно. Он один должен быть на этой фотографии. Нельзя распечатать и срезать других людей. Нет, тогда не то получится. Берете фотографию этого человека, сворачиваете в кулек, ставите в вино. И читайте над вином 13 раз. Ну, лучше банку использовать. Я здесь просто взяла бокал, банку. В банку выливайте вино, любое вино. Это древний метод. Просто ритуал мой на основе древнего метода. Таким образом делали наказания, насылали порчи, все что угодно. Потому что
биоматериалы, они очень серьезная вещь. Когда я говорю, что нельзя вызывать богатство яйцом, потому что яйцо тухлеет, и вместо богатства вы получите болезни, я не просто так говорю. Осторожнее со всякими ритуалами, с биоэнергиями, то есть биологическими материалами, живыми материалами. А это живой материал, потому что это вино. А вино имеет такое свойство прокиснуть. Банка, вино налили, чуть-чуть места оставьте, чтобы воздух был. Свернули в кулек фотографии, положили туда. Читайте вместо слова «обидчик», ну или после слова «обидчик» имя человека. 13 раз прочитали, закрывайте банку и прячьте в укромном месте, чтобы никто не видел. Вино прокисает, его жизнь прокисает. Вытащите периодически, посмотрите. Вот когда уже до такой степени пойдет брожение, когда прокиснет вино, и вот эта практически фотография растворится там, можете это все либо выкинуть, либо похоронить, делать, что хотите, оно уже не имеет силы. И сделайте по новой. Учтите, если вы постоянно это будете делать, вот только прокисло вино, только вытащили, снова его новые фотографии, новая порча, новые банки. Это практически порча, но это порча, насланная по справедливости. Портите вы ему жизнь. Но не профессиональная порча, а сделанная человеком с целью мести, справедливой мести. Если вы так будете делать периодически, не давая отдыху, этот человек заболеет жутко. У него внутренности будут прокисать просто. Он будет от одного врача бегать к другому врачу. Если вы правы, Вселенная поможет вам наказать этого человека. Если не правы, накажет вас. Подумайте 100 раз. Если вы реально во всем правы, и вы действительно ничего плохого не делали, тогда сработает. Кто бы это ни был. Директор школы, который гнобит вашего ребенка. Сосед, который специально травит ваших собак, кошек. Местная шпана, которая специально разбивает вам окна. Вот делают вам подлость специально, нарочно, хотят вам боль причинить и понимают, что они безнаказаны. Особенно в нашей стране, когда человека зарежут на улице, никто не подходит. А здесь дача сгорела, и ты понимаешь, кто это сделал. Доказать не можешь, они хихикая мимо проезжают. Изнасиловали ребенка. Деньги дали, откупились, вышли. Сбила машина человека ни за что. Деньги дали, вышли. Понимаете? И человеку больно. Он понимает, пойти его убить, посадят. Что делать? Как отомстить? Вот. Пожалуйста. Если будете периодически делать, просто постоянно, раз в 2 недели, вот видите, что уже прямо вода, вино стало прям вот такое зеленого цвета, она уже цветет до такой степени прокисшая, что фотография практически растворилась в ней. Эту банку выкидываем, не надо ничего выливать. Прямо с этой банкой куда-нибудь киньте, не разбивайте, где-нибудь пускай будет. Да можете хоть целую коллекцию банок собирать. Не даете этому человеку отдохнуть, прийти в себя. Все время делаете, он не сможет вылезти из долгов, из нервотрепок, из скандалов, из разводов, из больниц. Его жизнь превратится в ад. И если вы не виноваты, вы ему такое устроите, что он до конца своих дней не сможет вылезти из этого состояния. Пусть мучается. А почему вы должны прощать человека, который намеренно вам делает больно? Но если вы такие овцы, прощайте, пускай вас режут. Но если вы уважаете себя, и если вы правы, вам за это ничего не будет. Если ты прав. Удар пойдет мгновенно и постоянно. И чем чаще вы будете это делать, тем хуже этому человеку. А что, есть люди, которые берут долг и говорят: а, хрен тебе, пошла вон. Иди докажи, что я тебе долг взял. Понимаете? Есть люди, которым ты делаешь добро, они тебе такое зло, такую гадость делают в ответ.
и думают, что им с рук сойдет. Нет, делай все время, чтобы они с больницы не вылазили. Есть у нас один клиент. Вылезет, снимет несколько роликов, опять в больницу. Вино мое, вино. Вот что. Но это не имеет значения, даже если я раскрыла это и кое-кто понял, что с ним происходит, это его не спасет. И это бесполезно. Как говорится в том любимом мультике, да, от меня не уйдешь. Дорогие друзья, отвечайте болью за боль, ударом за удар. То есть на удар. Чтобы неповадно было. Вас не должны обижать. Учтите это. Вы имеете право на месть, священная месть. Слышали это? Не поддавайтесь. Если вы правы, мстите. Делайте больно. Боль за боль. Око за око, зуб за зуб. Пусть не думают, что они могут вам сделать больно ни за что и ходить как хозяева земли. Нет. Итак, дарю. Как говорится, с барского плеча. 13 раз читайте. Остальное вы уже поняли. Сидит демоница, чертова сестрица. Над вином колдует, над врагом моим лютует. Иди, удар булатного копья, по горам и лесам, по гилякам, по рекам и полям. Найди моего обидчика, крепко накажи. Вино в уксус превращается, язык твой будет жечь, печень будет печь. Кровь твоя скипит, мозг твой сгорит, вину уксусом стать, жизнь твою горечью пропитать. Тебе сна не знать, тебе покоя не знать. Вино прокиснет, а тебе хилеть, а тебе болеть. Не оправиться, от проклятия не избавиться. Демоница над вином колдует, черная месть в душе бушует. Справедливость восторжествует. Жизнь твоя была вином, уксусом станет. Да будет так. И так будет. Всяк получит, что заслужит. Истинно заклято. Вот и все. Правы — накажите. Неправы — молчите и проглотите. Решать вам. Да, свеча должна быть восковая. Свеча догорает. Забыла сказать. Свеча догорает, банку закрыли, в укромное место положили, свечу и 13 монет. Относите под дерево с черным хлебом. Кусок черного хлеба, ржаного хлеба можно. Все, улетело. Улетело. Какого еще хлеба? Боровицкой, да, по-моему, называется. Отнести и сказать: демонице мой поклон и благодарность. Да будет так, как я попросила. Отвернуться и уйти. И через некоторое время увидите: ой, что будет. Если по соседству живете, каждый день скорая будет дежурить. Если где-нибудь далеко, каждый день будете слышать интересные новости. Знаете, вот уксус горький, уксус, собственно говоря, неприятный, жгучий, жуткий и так далее. Вот примерно такая же горькая, тяжелая и непроглядная становится жизнь человека. Единственное условие, если вы действительно правы. Иначе вас самих накажут. Знайте это. Все, вперед из песни.